Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Подписываемся на мои каналы, чтобы смотреть видео мастер-классы бесплатно. Сегодня продолжаем тему мотивов. Мы ее начинали на прошлом видео мастер-классе. Сегодня предлагаю связать шаль. Из вот таких красивых ниточек я связала, бамбуковые, мягенькие, и мотивами, которые мы с вами разбирали. Достаточно такая симпатичная получилась работа. Предлагаю посмотреть и связать. Сегодня будем с вами вязать мотивы. Я взяла ниточку потолще, в две ниточки соединила, для того, чтобы было хорошо видно. Что мы с вами делаем? Набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соединяем в самую первую петлю в круг. Идем дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вяжем 5 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. Вот такой у нас лепесточек будет. Нам нужно таких лепестков связать 3 штуки. Вот, пока у нас 1. И 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем по кругу еще 3 лепесточка по 5 столбиков с 2 накидами. И между ними 5 воздушных петель. Получилось вот такой трехлистник. Вообще цветочки будут из 4 у нас. Теперь вяжем новый цветочек. У нас же с вами безотрывное вязание мотивов, а мотивчики очень симпатичные. Вяжем 1, 2, 3, 4 и плюс 8. 8 это вот у нас первоначальный кружочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отсчитываем 1, 2, 3, 4. В 5-ю воздушную петлю нам нужно сделать соединительный столбик. И соединительный столбик мы вот пробираемся по 4 воздушным петелькам, которые у нас здесь остались. Нам нужно пробраться в самое начало. То есть мы соединяем 4 воздушные петли с соединительными столбиками. Пробрались. Разворачиваем вязание вот так вот. Повернули, чтобы нам было удобно вязать наш следующий цветочек. И вяжем. Это у нас получается первый столбик уже как бы есть сформированный. Теперь второй столбик, третий, четвертый, пятый. 5. У нас 5 столбиков с 2 накидами. Разворачиваем наш первый недовязанный цветок к себе. И в последний столбик 2 дужки взяли, соединяем и вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И продолжаем вязание точно так же. Продолжаем вязание. 5 столбиков. Тут все очень-очень просто. Всего лишь один рядочек. 5 столбиков провязали, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И продолжаем. То есть мы с вами вяжем точно так же, как в первом цветочке. По кругу 5 столбиков с 2 накидами. И между ними 5 воздушных петель. Вот у нас с вами уже 2 цветочка таких симпатичных. И начинаем третий точно так же. 1, 2, 3, 4. Это у нас уже вот такой лепесточек идет. И 8. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 8. Это кружочек. Раз, два, три, 4. Отсчитываем. В пятую воздушную петельку замыкаем круг. Проходим соединительными столбиками. Все наши воздушные, у нас их 4 петли. Проходим. Поворачиваем вязание так, чтобы нам было удобно вязать лепесточек. И вяжем лепесточек. То есть вот так все просто. Кто боится вязать мотивы, этот мотив можно попробовать. Он вяжется очень просто. И соединяется очень просто, самое что интересно. Очень часто все боятся соединений. Здесь соединение, ну, наверное, самое простое, какое только может быть. Пять столбиков. Раз, два, три, 4, 5. Даже лишний провязала. Потому что первый столбик, где у нас соединительные петли, это у нас первый столбик. Последний столбик вкалываем крючок, проводим ниточку, вяжем 1, 2, 3, 4, 5. И продолжаем. Вот наши цветочки получаются красивые, хорошее соединение, просто вяжется. В прошлом видео мастер-классе мы с вами проходили как урок, да, вязание вот такого мотива по кругу. А сегодня я хочу вам показать, как вот такими мотивами можно связать очень красивую шаль. Для этого нам вязание по кругу совсем не нужно. Нам нужно все это распустить. Вот. И немножко по-другому связать. Как шаль формируется, смотрите. Вот я связала такую красивую, замечательную шальку. Вот она у меня. Такая яркая. Мы вяжем количество мотивов определенно. Вот я связала для бактуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 для бактуса. А для шали, я думаю, где-то штук 15 надо связать. Вот. Такая красота получается. И мы сегодня с вами свяжем образец для шали. Сколько вы хотите связать, связали. И мы начинаем с завершения. Вот. Завершение абсолютно такое же. Вот. Единственное, что мы с вами будем вязать не от угла, как обычно вяжется шаль. Вяжется раз мотив, 2, 3 и так далее. А мы будем вязать ровную полосочку и сокращать. Один мотивчик сократили, второй, третий, четвертый. Вот. И тогда у нас получится треугольная, красивая, очень интересная шаль. Мы довязываем до конца 1, 2, 3, 4, 5. Все мотивы. Начинаем вязание заново. И самое главное, как сократить последний мотивчик. Здесь очень интересный. Довязываем. Как довязать до конца, мы знаем. Наша задача до первого мотива. Довязали наш последний мотив. Сколько вот вы набрали до конца. Присоединяемся к 4 петельке. И начинаем вязать новый ряд. Точно так же, как бы мы его и вязали в сторону, также вяжем вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Раз, два, три, 4. Помните, да, в пятую петельку мы с вами замыкаем соединительным столбиком в круг. И по петелькам переходим в самое наше начало. И вяжем первый лепесточек наш. 5 столбиков с 2 накидами в круг
который мы с вами образовали. Что у нас с вами получается? 5 связали, нам нужно присоединить в первый столбик. Присоединили. 5 воздушных петель. 1, 2, 4, 5. И вяжем второй лепесток. Точно так же. 5 столбиков с 2 накидами. Самый наш первый цветочек, мотив, мы вяжем из 2 лепестков. Вот так вот. 2 лепесточка только. Вот. И начинаем вязать следующий мотив. Таким же, вот он, второго мотива, второго ряда. Мы его присоединяем. Вот наш первый, да, мотивчик к первому мотиву. Все присоединения, они одинаковые. Не запутайтесь. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Располагаем наши мотивы так, чтобы нам было удобно. И смотрите, что мы делаем. Присоединяем вот в самое начало. Вот первый ряд, второй мотив. Присоединили. И с этого места у нас вот такое красивое соединение. 4, да? Воздушной арочки, начинаем вязать лепесток. Набираем 2 накида и в центр вяжем наше кольцо, второй лепесток. 3, 4, 5. Вот что у нас получается. Опять присоединяем. Листочек в листочек. 1, 2, 3, 4, 5. Вот что у нас получилось. Первый лепесток, второй присоединили. И теперь вяжем третий. Так, еще один накид. 5 столбиков, и наш второй мотив второго ряда будет готов. И нам нужно связать таким же образом все остальные цветочки. Вот что у нас получилось. Первый у нас не довязан, 2 всего лишь лепесточка. Мы оставляем. Второй у нас 3 идет лепесточка. И мы, как второй, вяжем 1 еще и почти 2. Вот последний будет вязаться немножко по-другому. Немножечко. Пока мы набираем также 12, провязываем, присоединяем в одном месте во втором. И потом вяжем последний. Итак, мы с вами провязали второй ряд. Он у вас может быть очень большим, если это будет шаль. И самое главное, как сокращать. Вот связали все мотивы. И самый последний мы тоже его вяжем, но только не до конца. Провязали 2 листочка из 4. Присоединили. Смотрите, мы сейчас будем присоединять, но я провязала только 4 столбика. И уже будем присоединять не 5, а 4. Почему? Потому что мы сейчас с вами вот так присоединим и свяжем 5. 1, 2, 3, 4, 5 в кольцо. То есть мы столбик довязали вот таким образом. Вот. Сделали столбик без накида. И еще один столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. И теперь довязываем. Вот что мы сделали с вами. Связали только половинку. И идем дальше. Вяжем в обратную сторону. То есть самый последний мотив, для того, чтобы красиво сократить, мы будем вязать только 2 лепесточка. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше мы все вяжем как и вязали бы.
Но самый последний мы будем сокращать. И за счет этого у нас получится красивая треугольная шаль. То есть последний мотив мы вяжем только наполовину. Все остальные мы просто довязываем. Довязываем, включая последний. Довязываем до первого мотива. И один листочек только мы довязываем. У нас здесь останется 3. И мы начнем вязать третий ряд. Третий ряд вяжется точно так же, как и второй. И четвертый, и все остальные ряды вяжутся всегда одинаково во всех мотивах. Мы не довязываем до конца первый. Вот он. Один мы довязали, а вот этот мы не довязываем, вот только 3 цветочка у нас. 3 лепесточка. И мы начинаем его вязать опять точно так же, как второй. Только лишь 2 листочка. Идем довязывать нашу шаль. Точно так же 12 набираем. И точно так же вяжем только 2 лепесточка. Переходим на второй цветок третьего ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Все точно так же. И вот таким образом мы с вами вяжем шаль. Начинаем с самого большого, да, с самой большой стороны, самого большого количества мотивов. И в каждом ряду последний мотив мы не довязываем, вяжем только 2 лепесточка. Довязываем, 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 разворачиваем шаль. Она у нас будет, вот этот будет у нас вверх. Это будет вверх. Дошли до последнего мотива, здесь надо их просто довязать, мотивчики. Точно таким образом, которым мы все это вязали. 2, 4, 5. Просто-напросто мы разворачиваем к себе лицом и довязываем до конца все последние лепесточки. Вот. И шаль будет готова. Довязываем до конца. Вот я здесь оказалась. Теперь соединительными столбиками. Вот так вот, наверное, даже перейдем. И я сделала обвязку петли Соломона. Петли Соломона, мне эта обвязка и всегда. Мне она просто очень нравится. Как ее вязать? Я вам покажу петельку Соломона. А вообще обвязка у меня есть на YouTube. Плейлист шали и бактусы. 2 петли Соломона провязали. Присоединились в центр. Столбик без накида. И еще вытягиваем петельку. И вторую 2 петли Соломона провязали. Присоединились в воздушную арочку. Петлю вытянули. На самом деле это очень интересная, наверное, классическая обвязка. Плейлист шали и бактусы на YouTube. И там эта обвязка, вот она прям так и есть. Вот мои петли Соломона. 2-3 рядочка мы их провязываем. Потом делаем такие шишечки. Вот. Если кому интересно, у меня прям несколько мастер-классов записано по такой обвязке. Прям много. Нет смысла повторять. Сегодня у нас не тема обвязки, а сегодня тема у нас шали. Вот что у нас получается. Смотрите, треугольная шаль любого размера, которого вы захотите. Я обвязала 2 стороны петлями Соломона, а вверх я сделала просто столбиками без накида. Вот смотрите, вот просто столбики. Дошла петлями Соломона до уголочка, провязала 100 воздушных петель в одну сторону и в другую для завязочек. Вот. Потом столбиками, можно полустолбиками, просто-напросто обвязала. Опять сделала завязочку. Это же у меня шарфик, бактус. И начала петли Соломона опять вязать. Вот такая вот идея.
родилась после того, как я эти мотивчики связала, очень интересные. Ими можно вязать и кофточку, и жилет, а можно же вот и связать вот такой красивый бактус модного цвета, ярко-зеленого. Да? Надеюсь, вам идея понравится. Мне вот мотивчики прям очень понравились, легли на душу, прям вяжутся так легко, просто, быстро, так красиво все смотрится. Вот такая вот обвязочка, 3 рядочка я провязала и решила закончить шаль. Бактус, расход вот именно на бактус у меня ушло полный моточек 50 грамм и еще грамм 20, то есть 70 грамм. Вот из этой пряжи, это бамбук, мягенькая, нежная, красивая. Ссылочку я напишу, где можно купить ее со скидкой, промокод Азимок, это моя фамилия, интернет-магазин пряжи. Вот. На сегодня видео мастер-класс закончен. Такую красоту предлагаю связать. Можно связать из любой пряжи, абсолютно. Самая главная толщина 400 метров 100 грамм. Это идеальная пряжа для шали. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм и смотрим и вяжем вместе со мной. До новых встреч!